Здравствуйте! Сегодня я приготовлю торт Виктория. Не забудьте подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Приятного просмотра! Дно форм для выпечки выстелить бумагой с антипригарным слоем. Боковые части смазать растительным маслом. К бортам прикрепить полоски бумаги. Инструкцию по перерасчету ингредиентов на другой размер формы оставлю под видео. Очень мягкое сливочное масло соединить с ванильным сахаром и сахаром. Перемешать. Увеличить скорость миксера до максимума и взбивать 3-4 минуты, периодически очищая стенки миски. По одному добавить яйца комнатной температуры, тщательно взбивая после каждого. Легкое расслоение смеси не сказывается на окончательном результате. Просеянную муку соединить с солью и разрыхлителем. Несколько этапов добавить к масляно-яичной смеси, тщательно перемешивая лопаткой. Больше рецептов разных тортов можно найти по ссылке в описании. Разделить смесь пополам, лучше это сделать при помощи весов, и распределить равномерным слоем. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 25-35 минут. Готовность проверить надавливанием на центр и края бисквита. Под пальцами должна быть одинаковая и упругая консистенция. Извлечь из форм и полностью остудить на решетке. Завернуть каждый бисквит в пищевую пленку и отправить в холодильник на 6-12 часов для стабилизации или заморозить. Для начинки питьевую воду соединить с желатином, перемешать и оставить для набухания. Ягоды клубники, свежие или замороженные, пюрировать блендером в не очень однородную массу. Соединить в кастрюле с сахаром по вкусу. Довести до кипения и варить, размешивая 2 минуты. В горячей массе растворить набухший желатин. Перелить в миску и полностью остудить. Загустевшую начинку перемешать и переложить в кондитерский мешок. У бисквитов подровнять верхушки и разрезать каждый на 2 одинаковых пласта длинным острым ножом. Больше рецептов бисквитных тортов и рулетов можно найти по ссылке в описании. Охлажденный творожный сыр соединить с ванилином, сахарной пудрой по вкусу и охлажденными жирными сливками. Взбить на максимальной скорости миксера в плотную, хорошо держащую форму массу. Вместо сыра подойдет хорошо отвешенная, не менее суток, вкусная сметана. Ссылки на рецепты творожного и сливочного сыра оставлю под видео. Часть крема переложить в мешок.
На блюдо установить первый корж, пропитать сиропом. Установить кондитерское кольцо. По краю проложить ацетатную пленку или бумагу для выпечки с антипригарным слоем. Зафиксировать кольцо. Покрыть корж слоем крема. Разровнять. По краю сделать бортик из крема. На один слой у меня ушло 170-180 грамм крема. Центральную часть заполнить начинкой, примерно 90-100 грамм на каждый слой. Больше тортов и выпечки с клубникой можно найти по ссылке в описании. Все повторить со вторым и третьим коржом. Четвертый корж перевернуть. Пропитать сиропом. И покрыть тонким слоем крема. Вместо клубничной начинки в крем можно распределить кусочки свежей клубники, как в классическом торте, но это сократит срок хранения до суток с момента сборки. Отправить торт и остатки крема в холодильник на 10-12 часов. Торт освободить от кольца и пленки. Бока покрыть тонким слоем крема и собрать излишки лопаткой, чтобы коржи были видны сквозь слой крема. Нанести сверху тонкий слой крема и сделать рельеф при помощи волнистого ножа. Остаток крема по краю собрать. Украсить ягодами клубники. По желанию их можно покрыть нейтральной глазурью или желатиновым раствором. Декор торта может быть другим по вашему вкусу. Нежные, достаточно влажные коржи прекрасно дополняет крем с пломбирным вкусом и ароматная ягодная начинка. Рецепт на аутентичность не претендует и является моей интерпретацией популярного торта. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян на канале Приятного аппетита!